Итак, мы с вами постирали и высушили купальник. Сейчас, прежде чем приступать непосредственно к операциям по реставрации, нужно посмотреть, что нам предстоит делать. Мы видим здесь в некоторых местах отклеившиеся камни. Дело в том, что вообще на самом деле вот такое состояние купальника бывает крайне редко. Это купальник групповой сборной Российской Федерации, и именно в групповых упражнениях купальники подвергаются очень интенсивному износу. Вы даже не представляете, насколько сильному. Лосины, например, приходят вообще разбитые совсем, на коленках, пятках очень большие повреждения, дырки, несмотря на то, что мы сейчас делаем даже с тройным усилением. Реально девочки работают на износ, и костюмы подвергаются, собственно, таким же сильным нагрузкам. Значит, нам здесь нужно будет восстановить отклеившиеся камни. Мы видим под мышкой очень такой серьезный износ. Менять сетку мы, конечно, не будем, но нужно будет просто подрезать там какие-то белые ниточки эластана, вылезшие из ткани. Значит, давайте посмотрим с задней стороны. Ну вот, кстати, можете посмотреть, да, даже несмотря на очень большой износ, капелька наша и застежечка остались в хорошем состоянии. Вообще, в принципе, купальник, если не говорить именно о износе таких подвергающихся нагрузкам мест, в принципе, достаточно терпимом состоянии. Вот здесь вот мы можем посмотреть на юбке. Видите, такие махрушечки от времени. Видимо, здесь тоже подвергается какому-то износу. Но, в принципе, если мы даже посмотрим по царапинах на камнях Сваровски, понятно, что здесь либо делается какая-то прокатка по спине постоянно, либо девочки там перекатываются через друг друга. Здесь придется нам подреставрировать чуть-чуть краешки сетки. Смотрим, что еще нужно будет делать. На трусиках, в принципе, все нормально, штрипочки на месте. Ну, собственно, вся реставрация, которая нам здесь понадобится, это восстановить камушки и чуть-чуть подреставрировать краешки у юбки. Более серьезную реставрацию с дырками мы с вами посмотрим на другом купальничке. Ну и, соответственно, начинаем мы с самого простого – подклейки камней. Здесь использовались камни горячей фиксации, поэтому и восстанавливать я буду именно камнями горячей фиксации. Как делать досточку для подклейки, мы рассказываем в нашем курсе. Ну, по сути, это доска любая, обтянутая жаропрочной водонепроницаемой пленкой и обтянутая 4 слоями фланели. Я вкладываю ее внутрь купальника, чтобы, соответственно, одну часть купальника не приклеивать к другой. Ну и, соответственно, беру камушки и начинаю раскладывать их на места, где камней нет. Я приклеила камни, и теперь мне нужно передвинуться. Обратите внимание, то, что у меня камни сквозь сетку приклеились к фланели, это значит, что камни приклеены очень хорошо. Это значит, что клей проник сквозь волокна ткани и прочно держит камни. Для того, чтобы купальник лежал ровно, я его раскалываю на платформе.
И продолжаю те же операции. Точно таким же образом мы будем восстанавливать отвалившиеся камни на всем остальном купальничке. Здесь у нас еще есть один нюанс. Вот практически отвалившийся камушек пришивной. Нам нужно восстановить его фиксацию. Я убираю изначальные нитки. Для того, чтобы камушек хорошо держался, я его посажу на клей-момент. Я капаю буквально маленькую капельку клея-момент на камень. Мы это делаем не для того, чтобы камень был приклеен к ткани, а для того, чтобы зафиксировать его на момент пришивания. Остальные камушки вроде бы хорошо держатся. Теперь я беру иголку с ниткой телесного цвета, можно чуть-чуть посветлее. Нужно брать нитку в цвет камня, так как камень у нас с вами с покрытием АБ, на нем почему-то менее всего заметны не белые, а вот слегка такие телесные ниточки. Можно чуть-чуть посветлее, еще раз повторяю. Я делаю на нитке, сложенные в два, узелочек. Это, по сути, единственное приложение, в котором приходится делать узелочки. Я подрезаю краюшки нитки, чтобы узелок был чистеньким. Для чего я это делаю? Я сейчас эту сложенную в два нитку буду использовать как петельку. Видите, я продеваю сейчас иголку между двумя нитками, для того, чтобы у меня сама нитка сейчас держала себя. Вот, видите, она на петельке держится. Профиксирую на всякий случай еще двумя стежками начало пришивания. И, как обратите внимание, я делаю это под серединкой камня. Если я сделаю начало шва в точке фиксации камня, то постоянное вот это растяжение сжатия будет расшатывать вот это вот место, и рано или поздно камень отвалится. А когда место начала шва находится под камнем, под камнем ткань не растягивается, то есть она перестает растягиваться вот в этих точках, да, вся нагрузка приходится именно вот в эти точки. Вот, и получается значительно надежнее шов. Здесь у нас камень с покрытием. Это достаточно удобно. Дело в том, что покрытие делает края камня не такими острыми. Цветные камни пришивать значительно тяжелее, у них края камня перетирают нитку в процессе пришивания. Видите, я каждую сторону пришиваю 3 раза. 1, 2, 3. Этого вполне достаточно. Сейчас я вывожу иголку на обратную сторону и делаю финальную закрепку тоже под серединой камня, исключительно из тех же самых соображений. 1, 2, 3. Вот, у меня девочки любят еще делать что-то типа вот такого узелочка. Если честно, я в этом смысла не вижу. Это, по сути, такой ритуал. Можно еще сказать заклинание. Камень, камень, не оторвись, не оторвись. Будет держаться. Теперь с этой стороны мы проведем последнюю операцию по подчистке краешков сетки. Это все на самом деле проще некуда. Я беру ножницы и ножничками аккуратненько там в миллиметрике от края делаю новый надрез. Понятно, что бесконечно так восстанавливать купальник нельзя, потому что рано или поздно юбка кончится. Ну, 1-2 раза
Восстановить внешний вид, конечно, можно. Ну вот, соответственно, закрученные и разволненные краешки мы подрезали, и они достаточно хорошо выглядят, почти как новенькие. Ну, здесь юбка вообще вся достаточно в неплохом состоянии, только вот эти вот зеленые детали, по сути, вызывали у меня неприятные эмоции. Ну вот, собственно, этими методами мы делаем небольшую реставрацию купальника, который находится в достаточно хорошем состоянии.